мастер нюансов, света, тени и человеческой правды. Как Эмиль Фриан писал жизнь такой, какая она есть. Эмиль Фриан – мастер реализма, чьи полотна рассказывают о простых радостях, трагедиях и быте людей конца XIX века, начала XX. Он был любим как публикой, так и коллекционерами, получал государственные заказы и преподавал в школе изящных искусств. Но в историю вошел прежде всего как художник, мастерски передающий весь спектр человеческих эмоций. В этом видео путь художника от сына слесаря до признанного мастера. Эмиль Фриан – французский художник-реалист. Родился в городе Диез, в 40 километрах к северо-востоку от Нанси в 1863 году. Его семья была обычными рабочими людьми. Отец был слесарем, а мать – портнихой. Соседка семьи, вдова аптекаря, мадам Паризо, не имела детей и любила Эмиля как родного сына, частенько опекала его. Она часто нанимала мать Эмиля для пошива платьев. После поражения Французской империи во франко-прусской войне город Диез перешел под контроль Германской империи. Мадам Паризо в 1871 году принимает решение бежать с 7-летним Эмилем в Нанси, а вскоре вслед за ними туда перебрались и его биологические родители. Мадам Паризо очень настаивала, чтобы Эмиль пошел по стопам ее покойного мужа и стал аптекарем. Она оплачивает его образование и отправляет мальчика учиться в лицей. Учеба не доставляла ему удовольствия и давалась ему с трудом. Зато у мальчика обнаружился несомненный талант к живописи. Отец Эмиля предложил ему поступить в городскую художественную школу Нанси и основное образование получать на дому, частным образом. Директор художественной школы Луи Теодор Девиль, и юноша писал натюрморты и окружающие Нанси ландшафты в этой технике. Эмиль Фриан впервые выставил свою картину «Малыш Фриан» в 15 лет и тут же прослыл местной знаменитостью. Год спустя он выиграл грант, и городской муниципалитет направил его в Париж, в мастерскую Александра Кабанеля. И тот научил юного художника рисовать исторические сюжеты в академическом стиле. В Париже он знакомится с 3 художниками – Эме Моро, Виктором Пруве и Жюлем Бастьен-Лепажем. Но вскоре Эмиль разочаровался в классической салонной живописи и решает вернуться в Нанси, где продолжает работать в технике реализм. Он также создавал свои работы углем, маслом, во время написания картин использовал фотографии. Эме Моро в 1882 году приглашает Фриана стать участником выставки в парижском салоне. Тот принимает приглашение, решив выставить 2 свои работы – «Блудный сын» и интерьер студии Эмиля Фриана. Он получил еще много предложений об участии в выставках и завоевывал премии и медали. Он продолжил рисовать в технике реализм. Для художника характерны портреты и сцены повседневной жизни. Он довольно часто прибегал к фотографии, чтобы наиболее точно передать реальность. Спрос на портреты его авторства рос. Часть года он работал в съемочной студии в Париже, остальное время в Нанси. Тогда же Фриан знакомится с французскими актерами, братьями Эрнестом и Бенуа Коклен. Для семьи Коклен он написал большое количество портретов, а Бенуа, будучи страстным почитателем живописи, приобрел еще несколько его работ. В 1892 году через посредника Роланда Кнёдлера художник продал 2 из своих работ, представленных на парижском салоне того года. Это «Хороший пес» и «Плохой пес» американскому финансисту Джорджу Бейкеру. А уже в следующем году он выставил на Всемирной выставке в Чикаго, приуроченной к 400-летию открытия Америки, картины «Резкие тени» и портрет Антонина Пруста, изображающего близкого друга Эдуарда Мане. В 1894 году в парижском салоне и экспозиции на Марсовом поле были представлены работы, выполненные по заказу французского представительства для украшения столичной ратуши и Сорбонны. Среди них 2 масштабных произведения Фриана, объединенные темой летней безмятежности: солнечный луг, играющие дети, женщины, плетущие венки и пожилые люди, отдыхающие в прохладе деревьев.
В центре композиции мать, обнимающая спящего младенца. В том же 1894 году на выставке на Марсовом поле Фриан показал картину «Скудная пища», в которой вдохновением послужила семья Лидербергер из Нанси. На переднем плане изображена девушка по имени Евгения, с которой у художника завязались личные отношения. Это полотно было включено в ежегодную художественную выставку Карнеги в Питтсбурге, начавшуюся в ноябре 1896 года. Работа произвела впечатление на Генри Клея Фрика, крупного промышленника и мецената, тесно связанного с художественными галереями Питтсбурга и коллекционированием живописи. Позже Фриан создает еще две эмоциональные картины «Утешение» и «Детская печаль». Последнюю также приобрел Фрик. Картина имела для него глубокое личное значение. Напоминание о трагической утрате шестилетней дочери Марты и старшей сестры Марии. На салоне 1901 года Фриан представил работу под названием «Приятные мысли», а в 1905 году «Первые уроки», изображающую сцену, где мать учит свою дочь читать. С этого периода художник все реже создает значимые художественные произведения, сосредоточившись на портретах влиятельных личностей, политиков, общественных деятелей и представителей аристократии. В 1923 году Фриану доверили преподавательскую должность в Парижской школе изящных искусств, а позднее он стал членом престижного института Франции. Художник скончался в 1932 году в Париже, похоронен в Нанси, где ныне, как и в Питтсбурге, хранятся основные его работы в собраниях местных музеев изящных искусств. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.